Приветствуем вас на канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал по-прежнему базируется в городе Измаил, прекрасном городе, который расположен на юге Украины и юге Одесской области. Сегодня мы рассмотрим агрогороскоп с 14 по 16 сентября 2021 года. Это замечательное, продуктивное время для множества посевов и посадок, ведь это время растущей луны в знаке Козерог. Правда, есть одна особенность, это время уже второй фазы, а значит только можно высаживать и сеять то, что дает плоды сверху, то есть вершки. Но давайте по вашей традиции и сейчас дополнение рассмотрим все эти дни, которые нам предстоят для того, чтобы мы хорошо спланировали и, естественно, все сделали. Итак, в понедельник, видите, у нас неделя такая продуктивная, в понедельник у нас еще знак Стрельца и переход Луны из первой во вторую фазу. Почему я говорю, что это время уже вершков, это уже перед полнолунием, движется время к полнолунию. Итак, 13 сентября это время Стрельца. Посевы не проводим, рассаду не высаживаем. В Стрельце очень маленькая корневая система, и она практически не развивается. Много раз проводила эксперименты, к сожалению, урожай хороший при посадке в этом знаке не получишь, причем любые растения. В саду в это время хорошо проводить защиту от болезней и от вредителей. Обрезки не проводим, в это время Стрелец болезненное время, и лучше это перенести на Козерог. Цветы. Это цветы открытого грунта, ну и если есть теплицы, собираем семена, очень хорошее время для сбора семян, и нарезаем зимние букеты, а также проводим защитные мероприятия от вредителей и от болезней. Для цветущих растений это очень актуально. Для комнатных цветов только защита от вредителей и болезней. Ну, естественно, переносим их в теплое место, готовим их к тому, что они будут уже находиться у нас в доме. Поливы во время стихии огня бесполезны, растения не принимают воду. И подкормки тоже, естественно, без поливов, они не имеют значения такого, как имеют это во время поливов и в дни стихии воды или земли. Зато в дни стихии огня очень хорошо собирать урожай со всех растений. Ну, естественно, лекарственные растения – это вершки, потому что в это время все соки, это уже фаза вторая, и все соки, все питательные вещества очень ценные находятся именно в верхней части растений. Поэтому собираем вот, если есть плоды, ягоды, листики, все, что, даже если что-то и цветет еще в это время, тоже собираем. Ну, и заготовки, и закладка на хранение тоже очень хороши. Все вот растения мы используем. А теперь переходим во вторник. Вторник – это очень важный день, когда с утра еще будет время Стрельца, и уже с 15 часов можно будет делать очень важные дела. Это время уже захода Луны в знак Козерог. И продуктивное время начинается с 15 часов. Вот смотрите, до 15 часов вот эти все работы мы проводим, то, что в Стрельце. А вот с 15 часов посевы. Можно сеять семена сидератов, различных зеленых культур в теплицах. И прошу обратить внимание, многие любят зеленый чесночок и лук, поэтому можно высаживать на зелень в тех же теплицах. Очень хорошо получится вот эта зеленушка витаминная. Уже через месяц к Новому году попробуйте сделать, очень хорошо будет. Далее, рассада вторник. Очень хорошо высаживать после 15 часов все, любые овощные и цветочные растения. Это для всех стран, для всех регионов актуально. И у нас время всегда московское, поэтому жители стран теплых, которые заказывали именно посадку рассады овощных растений, это для вас как раз подходит это время. Сад. Идем в сад с 15 часов. Вот это замечательное время начинается, когда можно уже высаживать плодовые, ягодные, хвойные саженцы садовых растений. Пересаживать можно.
Можно высаживать декоративные, цветочные растения различные, нарезать череночки, укоренять черенки, обрезку проводить. Вот в Козероге это такой очень маленький, небольшой период будет хороший для того, чтобы обрезать перед полнолунием, потому что у нас идет растущая луна, и, естественно, уже дальше нельзя будет это делать, даже водолей. Поэтому, пожалуйста, если какие-то там санитарная обрезка, вот это можно сделать. В Козероге очень хорошо поливы, подкормки, посадка земляники. Это все садовые растения. Очень хорошо это делать. Далее, цветы. Вот посадка лилий. Многие как раз получают сейчас лилии. Мелколуковичные весенние цветочки тоже высаживайте. Если это северные регионы, то там можно высаживать и другие луковичные весенние цветочки. Высаживайте пионы, ландыши. Кстати, делить можно в это время и высаживать. Черенковать можно розы, другие цветочки. Обрезать растения, вот именно цветочные, там, где уже сухие листики, обрезайте листья. Поливайте, подкармливайте осенние цветы. Хризантемы просто просят уже сейчас подкормочку. Так что делайте при поливах, очень хорошая, эффективная вот эта работа будет. Для комнатных цветов вот сейчас горячее время. Можно черенки нарезать, укоренять череночки, высаживать, пересаживать, перевалку проводить, поливы, подкормки. И подкормки для цветущих и готовящихся к цветению растений очень актуальны. Ну, естественно, я сюда не написала защита от вредителей и болезней. Тоже, если есть необходимость, тоже проводите, и она будет эффективной. Поливы и подкормки для всех абсолютно растений эффективны. Поливаете, подкармливаете. Там, где на юге еще зеленые листья, еще можно подкормочку по листьям, калий, обязательно кремний, для того, чтобы созрела древесина к зимовке. Это используйте на всех растениях, кстати, и садовых, в теплице есть растения. Вот это все можно использовать. И для хризантем вот эти подкормочки тоже эффективны. Очень хорошо в Козероге собирать все плоды, ягоды, которые у нас выросли в саду, в огороде. В лесу грибы очень хорошо собирать. В теплице все собираем, вот, любые плоды, ягоды, все, что созрело. И лекарственные растения, то, что сверху над землей, и оно созрело, все это собирается и сушится. Естественно, вот очень важный момент заготовки. И готовится к зиме. И вот здесь вот именно Козерог, вторник и среда, прошу обратить внимание, мы можем квасить вторник с 15 часов и все 24 часа 15-го это капуста, квашение капусты, яблок, грибов, ягод, ну вот все, что вы любите для квашения, квасить, вот это очень хорошее время, используйте его. Ну и плюс любые заготовки, потому что и консервация, и сушка, и заморозка, все это очень качественно. Во-первых, плоды и ягоды собираем в это время, и свеженькие вот эти заготовки делаем. Очень красивый цвет получается, и качество очень хорошее. Далее закладка на хранение. Это очень актуальная сейчас задача для каждого огородника, для каждой семьи. Это закладка всех любых овощей, плодов и ягод на хранение. Очень хорошо получается. Ну, я немножко переступила вот именно в заготовках, потому что, видите, перешла чуть-чуть на среду. Но вот, в принципе, у нас будут одинаковые виды работы. Но здесь, в Козероге, 15 уже сентября, будут все сутки, 24 часа, очень хорошие для массы работ. И какие здесь у нас важные дела? Важные у нас в среду будут дела с посевами. Снова же все, что растет сверху. Седератные растения, зеленые культуры, лук и чеснок на зелень. Высаживаем рассаду овощных и цветочных растений. Очень хорошее время, продуктивное время также для посадки в саду любых саженцев, любых садовых растений. Прекрасно принимается, очень хорошая корневая система,
В Козероге растения устойчивы против заболеваний, против стрессов различных. Поэтому высаживайте различные растения, землянику, кто еще не посадил. Укореняйте череночки. Кстати, в регионах, где уже -3, -5, можете нарезать череночки для того, чтобы весной эти череночки укоренять. Ну, естественно, кто-то будет и прививки делать. Вот это очень хорошее время для этого агроприема. Ну и поливы и подкормки проводите по необходимости. Это в саду все вот такие работы. Цветы. Цветы снова же продолжаем, если не высадили. Во вторник 14-15 целый хороший день в среду можно высаживать луковичные цветы. Любые, и весенние, и летние. Пионы, ландыши, можно черенковать розы, обрезать растения цветов, вот пионы, где-то сухие листья остались. Различные растения, которые уже отцвели и засохли, листики у них, цветоносы, срезайте. Очень хорошо в это время. Поливы, подкормки, естественно, для цветущих осенних цветов. Это и хризантемы, и многолетняя астра, и другие цветы. Для комнатных цветов продолжается очень важный период и очень тоже продуктивный период, который начался у нас во вторник после 15 часов. И все сутки в среду мы можем укоренять череночки, нарезать черенки, укоренять их, любимых растений комнатных, высаживать, пересаживать, перевалку делать из маленьких в большие горшочки. Поливы и подкормки очень актуальны в это время. Постарайтесь это сделать, потому что у нас уже на следующий день будет у нас чуть-чуть смещение этих видов работ, поэтому постарайтесь в этот день завершить вот эти работы. Поливы и подкормки очень эффективны. Совместно сначала полив и вечером эффективные подкормочки, особенно по листьям, где еще тепло. Естественно, собираем урожай, перерабатываем его, заготовки делаем. Всякие заготовки приветствуются и закладываем на хранение. Все, что собрали и все, что нам нужно сохранить. Ну, а теперь у нас вот очень интересный день. У нас идет день с перехода. Вот видите, у нас вот так вот. 16-го, это четверг будет. С утра еще будет до 18:23 Козерог. Но Козерог, продуктивное время для посевов посадок, будет сокращено только рано утром, потому что у нас будет луна без курса с 8 часов 42 минут и до момента перехода в знак Водолей, до 18:23. И только с 18:24 это уже Водолей, поэтому вот у нас продуктивное время из-за того, что Луна будет без курса, а это значит непонятка, если так по-простому сказать. Луна без курса – спящая Луна. И обычно нехорошие результаты получаются. В конечном итоге, да, приживается, да, растет. Как мне писали в начале лета, вот мы посадили во Льве, Водолее, оно растет. Да, оно растет, но мы-то высаживаем не для того, чтобы получить зеленые листики и радоваться этому. Мы радуемся и листикам, но мы в конечном итоге работаем для урожая или для получения красивых цветов на цветах. Поэтому до 8 часов 30 минут постарайтесь вот эти работы с посевами. Видите, я до 8 часов даже беру это время. Сейте семена сидератов, зеленых культур. Ну, а чеснок и лук просто сюда не уместилось. Можете и чеснок, лук посадить. Это все, что можно вот с посевами и с посадками провести. И если нужно рассаду высаживать, только до 8 часов утра. Это у нас четверг, 16 сентября. Далее, посадки до 8 часов 30 минут. Имея в виду посадку, если у вас не успели, не досадили, можно высадить саженцы. И, кстати, укоренять тоже череночки можно, но до 8 часов. Постарайтесь до 8, чтобы иметь запас для работы, включения программы у черенков на образование корней. Поэтому посадки до 8 часов 30 минут. Ну, остальные виды работы мы сейчас рассмотрим более подробно, до какого времени в саду. Вот это мы делаем. И далее цветы у нас открытый грунт, посадки только до 8 часов 30 минут. Дальше
что мы можем делать с комнатными цветами, тоже посадки черенкования до 8 часов утра. А вот поливы и подкормки, то, что я вот не называла, когда говорила о саде и о цветах, вот поливы сделайте до 15 часов, потому что у нас в 18:23 уже начинается водолей, стихия воды. А это стихия, прошу прощения, водолей, стихия воздуха. А водолей это время, когда заняты растения дыханием и гниют корни, если поливать. Поэтому, пожалуйста, до 15 часов вода как раз пойдет полностью, увлажнит землю, пойдет на пользу, а затем уже можно, естественно, не поливать какой-то период, именно водолеи, а оставить растения для того, чтобы они занимались дыханием. Ну а подкормочки нужно провести до 9 часов утра, потому что уже позже, ну вот с 18 часов, уже 23 минут, совсем другие процессы будут включаться в растении. Если вы будете их в это время подкармливать, листики в это время, клеточки дыханием заняты, то, естественно, происходят не очень хорошие вещи для самого растения, оно угнетается. Зато вот все остальные виды работ, что касается заготовок, сбора урожая, это продолжается. Вы смотрите, как хорошо вся неделя, стрелец с понедельника и далее до пятницы включительно у нас все время заготовки. Но здесь прошу обратить внимание, прошу прощения, обратите внимание на то, что квашение только в Козероге. А здесь, если заквасить капусту, я уже сколько раз пробовала, получается вот она горьковатая, сухая. То же самое вот в Стрельце. Поэтому вот этот период Козерога используйте для того, чтобы квасить вот все. И капусту, и яблоки, грибы, ягоды. Все, что вы любите заквасить, делайте это 14-15. Возвращаемся к 16. Все можно, любые заготовки делать, кроме квашения, а также закладывать на хранение любые овощи и плоды. Ну а теперь переходим к дню, который последует после вот этого продуктивного периода, который мы с вами уже изучили и разобрали. Это пятница, завершается неделя очень хорошим периодом Водолея 17 сентября. Но здесь у нас нет ни посевов, ни рассады нельзя. Водолей не для этого создан. Водолей для испытаний. Если хотите, допустим, вывели какое-то новое дерево или кустарник какой-то и хотите испытание провести, как оно будет жить, высаживайте. Если оно жизнеспособно, оно выживет. Если нет, то результата не будет. Вы будете знать, этот сорт подходит вам или не подходит. Но это испытательное время. Водолей для этого и создан. В саду можно защищать растения от болезней, от вредителей, но вот обрезку не проводите, уже все. Далее у нас идет полнолуние, очень сильные энергии, пожалуйста, будьте внимательны, секаторы, ножницы в руках не должны быть в это время в саду. Далее цветы, сбор семян и нарезка зимних букетов. Очень многие этим увлекаются, делают, и хорошо все у них получается. Пожалуйста, для цветов можете защищать растения от вредителей, от болезней, тоже в это время можно делать. И комнатные цветы тоже актуальна, защита от болезней и от вредителей. Поливы и подкормки нет, ни в коем случае, потому что в это время растения заняты дыханием. Не поливаем, пропускаем вот эти важные агроприемы. Они чуть-чуть позже как раз пойдут на пользу. А сейчас у нас просто выходной для растений в плане приема воды. Но зато можно собирать урожай, любые растения собираем урожай, любые заготовки делаем, кроме квашения капусты. Ну, естественно, закладываем на хранение все, что мы собрали, подготовили, все закладываем на хранение и отправляем в хранилища. Вот такой у нас сегодня агрогороскоп, который подготовили для вас Раиса Греченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами, желаем вам очень хорошо потрудиться в эти продуктивные дни. Пусть вам все везет, хорошая погода у вас будет, и вы справитесь со всеми своими планами и задачами, которые наметили. И, естественно, заложите хороший фундамент для своего сада, для других
видов агроприемов, растений. И у вас пусть будет здоровье крепкое, хорошее настроение, солнечное настроение. И всех-всех вам благ. До новых встреч на нашем канале.